Всем привет, с вами Ксюша и вы на канале Креативный слой. В этом видео я подробно покажу технику создания такого декора из обычной шпаклевки самодельного воска. Информация из сегодняшнего мастер-класса обязательно пригодится вам во время ремонта и позволит сэкономить деньги на отделке стен. Поэтому сразу подписываемся на канал и не пропускаем полезные видео. Сначала приготовим смесь для первого слоя. Для этого добавляю фибру в воду. Чуть распушила ее и равномерно распределяю в воде. Можно это сделать и рукой. Теперь добавляю гипсовую шпаклевку. Она отлично подойдет для создания фактуры в помещениях с умеренной влажностью. Для ванной я не советую применять материалы на гипсовой основе, даже с защитой двухкомпонентным лаком или эпоксидной смолой. Потому что если вас затопят соседи сверху, то вода может проникнуть через перекрытие и размочить гипс изнутри стены. После такого инцидента есть немалая вероятность, что под лаком заведется грибок или плесень. Смесь готова. И можно приступать к нанесению. Для этого буду использовать кельму. Набираю ее на кельму вот таким образом. Много за раз брать не нужно. Теперь на произвольный участок стены наношу шпаклевку, просто растягиваю ее в разные стороны. Для создания подобного варианта декора хорошая подготовка стен не требуется. Он легко скроет мелкие дефекты и неровности основания. Загрунтовали стены пропиточной или укрепляющей грунтовкой и можно приступать к работе. Нанесла небольшой участок, далее беру тюль, смоченный в воде, и прикладываю его прямо на шпаклевку. Немного расправляю его, чтобы не было складок. Теперь беру кельму и хорошо придавливаю тюль. Таким образом шпаклевка под ним разглаживается, а мелкие наплывы и следы от инструмента исчезают. Снимаю тюль и переклеиваю на следующий участок. Узор можно особо не стыковать. Главное, чтобы он был отпечатан по всей поверхности шпаклевки. Сделали отпечаток тюля и заполняем следующий участок. Наношу материал в стык с предыдущим сегментом, делая небольшой нахлест на уже отпечатанный узор. Стараюсь распределять шпаклевку равномерным слоем в 2-3 мм. Заполнила второй участок и прикладываю к нему тюль. Периодически нужно промывать тюль в воде, чтобы он лучше держался на поверхности. Микрофибра, которую мы добавили в шпаклевку во время замеса, позволяет нам работать в такой технике более комфортно. Тюль не прилипает к материалу и легче снимается. Заполнили основную плоскость узором и переходим к углу. Прикладываю тюль вот таким образом и делаю переход рисунка с одной стены на другую. Расправила ткань и формирую угол кельмой. Шпаклевка под тюлем равномерно разглаживается, как будто мы ее гладим утюжком. Ничего сложного тут нет. Перенесли узор тюля на всю поверхность и теперь ждем полного высыхания шпаклевки. Поверхность полностью высохла, теперь добавим фактуру карты мира. Для этого я буду применять ту же самую гипсовую шпаклевку, только без добавления фибры. Работая на объеме, за один раз много шпаклевки не разводите и засыпайте сухой материал в воду, а не наоборот. Делайте примерно по пол-ведра за раз. А перед следующим замесом обязательно промывайте инструмент и само ведро. Если сделаете очень много материала, то остатки могут начать высыхать. И разбавлять ее еще раз водой нельзя, она моментально затвердеет. Хорошо перемешала шпаклевку, набираю ее на кельму и приподнимаю шпателем. Вот так. Отлично. Далее делаю легкие отпечатки на поверхности. Пока материала на кельме много, работаю аккуратно, чтобы не получить слишком большие отпечатки. Как только материала становится меньше, работать можно быстрее и с большим нажимом. Тут самое главное прижимать кельму под разными углами, чтобы в дальнейшем получались не похожие друг на друга островки. Видите, что отпечатков становится меньше? Или они совсем маленькие? Значит, пора добавить шпаклевки на кельму. Приподняла материал и продолжаю нанесение. Делаю отпечатки максимально близко к углу. Главное тут не заполнять весь угол шпаклевкой и не получить один большой вертикальный островок. Смотрится это не очень здорово. Заполнила островками примерно 2 квадратных метра. Далее очищаю кельму и хорошо протираю ее влажной тряпочкой. Беру распылитель с водой, смачиваю поверхность и начинаю приглаживать. Аккуратно. Очень сильно давить на кельму не нужно. Первичное приглаживание только задает форму островкам, не нужно сразу стараться сделать их идеально гладкими. Просто приминаем отпечатки шпаклевки, двигаясь кельмой в разные стороны. И не забываем смачивать поверхность водой. Если где-то остались слишком голые участки, то можно туда добавить еще немного шпаклевки.
Главное не забыть пригладить ее после того, как она немного подсохнет. Закончили первое подглаживание и повторяем этот процесс еще раз, чтобы добиться максимальной гладкости островков. На этом этапе мы уже только убираем мелкие наплывы и царапины. Делаем это аккуратно и внимательно. Желательно использовать боковое освещение, чтобы был заметен каждый мелкий дефект. Если до высыхания их не убрать, то потом придется шлифовать вершины островков. Это лишняя работа и пыль, которая нам не нужна. Закончили с созданием фактуры, оставляем ее до полного высыхания. После того, как шпаклевка полностью высохла, ее обязательно нужно загрунтовать. Это я сделала за кадром. Сейчас нашей фактуре можно придать цвет. Делать я это буду при помощи краски в цвете Viva Magenta. Такой яркий насыщенный цвет лучше колеровать не вручную, а при покупке краски в магазине, выбрав необходимый оттенок по каталогу. Так как это яркий насыщенный цвет, поверхность буду окрашивать в 3 слоя, чтобы получить равномерный и плотный цвет без пятен. Viva Magenta – это у нас цвет 2023 года. Такой красный цвет, уходящий в малиновый оттенок, смотрится очень интересно, и от него исходит какая-то бодрящая энергетика, придающая сил. Дошла до угла и меняю валик на кисть. Быстренько прокрашиваю место стыковки стены и возвращаюсь к валику. Валик я использую с длинным ворсом. Окрашивать объемную фактуру таким валиком получается. Первый слой краски нанесен, и сейчас хорошо видно, что остались пятна. Поэтому наносим второй и третий слой. Краска полностью высохла, и теперь при помощи самодельного воска подчеркнем фактуру. Для его создания добавляю в акриловый лак черный пигмент и немного зеленого. Мои постоянные зрители и тем более подписчики хорошо знают рецепт самодельного воска, и многие применяли его в работе. Для новых зрителей и подписчиков рассказываю. Заколеровали одну часть лака и добавляем в нее 2 части разведенного обойного клея в пропорции 1 к 2. То есть, к примеру, на 100 мл лака 200 мл клея. Клей можно использовать как для бумажных, так и для флизелиновых обоев. Особой в этом разницы нет. Переливаю самодельный воск в ванночку. При наложении такого темно-зеленого цвета на малиновый мы получим коричневый оттенок. Наносить самодельный воск буду валиком с длинным ворсом и убирать его с вершин островков при помощи обычного водосгона. Просто наношу материал равномерным слоем на небольшой участок поверхности. Хорошо растянула самодельный воск и скребком сгоняю его с вершин фактуры. Двигаюсь им в разные стороны. Попадая в углубление фактуры, темный воск подчеркивает рисунок и создает объем. Проявляется и мелкая фактура узора тюля, и крупные островки. Материал наносим небольшими участками. Главное делать их не квадратными, а хаотичными, с рваным извилистым краем, по которому будет стыковаться следующий участок нанесенного воска. Так, если места стыковки и будут заметны из-за наложения свежего воска на подсохший, то хотя бы стык будет смотреться не прямой полосой, а извилистой. Замаскировать такую линию будет гораздо проще, чем прямую. Закончила с воском, теперь беру кисточку и наношу краску на целлюлозную губку вот таким образом. Теперь очень легкими движениями прокрашиваю вершины островков, тем самым немного выделяя их. Краска наносится достаточно тонким слоем, поэтому если вы хотите получить более плотный цвет на вершинах островков, то наносите краску в несколько слоев. Если нужен дополнительный блеск, то вершины фактуры можно подчеркнуть при помощи золотистой эмали. Только очень много ее не наносите, чтобы декор не смотрелся слишком ярко. Закончили с нанесением краски, и после ее полного высыхания наносим 2-3 слоя лака. Я буду использовать глянцевый акриловый лак на водной основе. Наношу его тем же самым валиком с длинным ворсом. Пока лак сырой, он имеет очень хорошо заметный белесый цвет. После высыхания он станет прозрачным, и цвет фактуры вернется к своему прежнему состоянию. Второй и третий слой я нанесу за кадром. Делаются они точно так же. Главное тут дождаться межслойного высыхания. Время бывает разное, и обычно оно указывается производителем на банке. После полного высыхания всех 3 слоев лака наш декор готов, и его можно оставить так. А если подождать неделю, чтобы лак набрал свою прочность, его можно заполировать, что я сейчас и сделаю. Начинаю я с 500-го абразива на мягкой подложке и двигаюсь на уменьшение зерна.
Закончила с полировкой, осталось только протереть поверхность влажной тряпочкой, и можно будет полюбоваться получившимся результатом. Из самых простых материалов можно сделать очень интересный вариант декора, украсить стены своего дома и при этом сэкономить немало денег. Вы можете использовать любой цвет, который вам нравится, и экспериментировать с фактурой. Тут главное понимать последовательность этапов и знать, из каких материалов создается декор. А это все я показала в видео. Чтобы этот ролик увидело больше людей и они смогли воспользоваться полезной информацией, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. А на сегодня у меня все. До новых встреч на канале Креативный слой.